Багровое болото. Пролог. Зимой не топит. Старые люди в деревне-городище не ходили на болото даже зимой. Казалось бы, скованная глухим полуметровым панцирем льда, земля должна была стать безопасной. Но здешние старики лишь качали головами и плотнее затворяли ставни. Даже когда наступали лютые январские морозы, когда речка промерзала до самого дна, превращаясь в монолитное зеленоватое стекло, а голодные волки, теряя всякий страх, выходили к самым околицам и выли на луну. Черный лог обходили за верству. Поговаривали, что протоптанная там тропа ведет прямиком в один конец. Жители городища знали твердо: то, что затаилось и пустило корни в зыбкой трясине, не засыпает никогда. У него не было зимней спячки, как у медведей или обычных озерных гадов, а зимой оно становилось особенно голодным. В холодное время года болотная добыча не прячется в камышах, не квакает на заросших ряской плесах, не летает лениво над осокой. Птицы улетают на юг, змеи свиваются в подземные клубки, мелкое зверье забивается глубоко в норы. Зимой на этой промерзшей, безмолвной равнине остаемся только мы, люди, существа с теплой кровью и живыми бьющимися сердцами. Само болото испокон веков звали Багровым, и дело было вовсе не в цвете воды. На первый взгляд вода там казалась вполне обычной для торфяников, тяжелой, маслянистой, густо-черной, с едва заметным ржавым, железистым отливом. Багровым его прозвали за запах, который невозможно было ни с чем перепутать. Каждый год весной, когда сугробы начинали оседать и серыми ручьями стекать в низины, над просыпающейся трясиной поднимался плотный, слоистый туман странного, едва уловимого, красноватого оттенка. И пахло тогда от пробудившегося болота вовсе не прелой тиной, не болотным миртом, не йодом и даже не привычной речной гнилью. Воздух над черным логом становился тяжелым, металлическим. Пахло чистым железом, пахло свежей, не остывшей кровью. И не одной-двумя каплями. Запах стоял такой густой, словно этой крови пролилось столько, сколько нужно, чтобы до краев наполнить огромную братскую могилу или 10 таких могил. Эту жуткую, пропитавшуюся сыростью и ужасом историю мне рассказала моя родная бабка Агафья. Удивительно, как долго держится жизнь в людях, повидавших истинный кошмар. Ей исполнилось 93 года, когда земной срок ее подошел к концу. Перед самой смертью, когда дыхание ее уже стало прерывистым, а пальцы сухие и похожие на старые ветки, судорожно перебирали край одеяла, она позвала меня к своей постели. Я был ее единственным внуком, и, как она любила повторять, последним из нашей семьи,
кто остался грамотным, кто умел не просто слушать, но и фиксировать память на бумаге. Она ухватила меня за запястье с неожиданной для умирающей силой, уставилась на меня своими выцветшими, но пугающе глубокими глазами и прошептала: «Ваня, ты у меня один грамотный остался. Запиши это, внучок. Запиши каждое слово, чтобы люди знали, чтобы помнили и близко не подходили. Где похоронены по-человечески, с крестом да молитвой, там просто не строят домов. Где убиты в честном бою или от пули злой, там просто не ходят лишний раз, сторонятся. А вот где люди были утоплены живьем, без покаяния и без жалости, там даже не смотрят в сторону той воды. Понял ли ты меня? Не смотрят». Она тяжело замолчала, ловя ртом воздух, словно ей не хватало кислорода в душной комнате, а затем, прикрыв веки, начала свой неторопливый, страшный рассказ, который я записывал слово в слово. Часть 1. 41. Было это в самом начале войны, в 41-м. Тихо, почти безвыразительно начала бабка Агафья, будто переносилась мыслями в те далекие, опаленные пожарищами дни. Наши войска отступали на восток, оставляя за собой сожженные поля и разрушенные мосты, а немцы, наоборот, наступали стремительно, страшно, катились по нашей земле, как прожорливая, безжалостная саранча. Они не разбирались, кто перед ними, не испытывали ни жалости, ни сомнений, ни у кого не спрашивали, кто старый, кто совсем еще малый, кто баба с грудным младенцем на руках. Для них мы все были просто сорняками на их новом жизненном пространстве. Их отрядом командовал человек, чье имя навсегда врезалось в память всех, кто выжил в те дни. Звали его Гауптман Штраубе, офицер с безупречной выправкой и мертвым лицом. Именно он отдал приказ согнать абсолютно всех жителей городища и нескольких окрестных хуторов к Черному Логу, на самый край болотной топи. Объявили, будто будет поголовная перепись населения. Сказали ласково так, через переводчика. Мол, документы проверим, запишем в списке новую рабочую силу и сразу отпустим по домам. И люди поверили. А куда им было деваться? Вокруг автоматы, овчарки рвутся с поводков. Вот и согнали всех до единого. 327 человек. Старики, едва переставляющие ноги, женщины с опухшими от слез глазами, малолетние дети, цепляющиеся за материнские юбки. Меня тоже туда пригнали среди прочих. Мне тогда только 15 исполнилось. Вся жизнь впереди казалась. Глупая была, пугливая. Я не выдержал и перебил ее, поддавшись вперед. «Бабушка, а как же мужчины? Неужели никто не заступился?» Она тяжело вздохнула, и по ее морщинистой щеке покатилась одинокая слеза. «Мужчины-то так воевали все, кто мог винтовку держать, кто на фронте с первых дней,
кто в партизаны ушел, в глухие брянские леса. В деревне к тому моменту остались только калеки безногие, совсем древние деды, да подростки зеленые, вроде меня. И вот стоим мы все на самом краю этого проклятого болота. Ночь пала черная, хоть глаз выколи. Холод собачий, земля уже заморозками схватилась. Дети маленькие от стужи и страха плачут, затихают и снова заводятся. А немцы кольцом окружили, стоят с автоматами наперевес, в длинных своих шинелях суконных, смотрят сквозь нас и молчат. И только командир их, этот самый Штраубе, медленно так ходит вдоль нашего строя. Шаг у него чеканистый, сапоги начищены, несмотря на грязь вокруг. И смотрит в упор, а глаза у него, Господи, Ванечка, глаза у него были совершенно белые, блеклые, как у уснувшей рыбы. Ни единой искры живой, ни человеческого тепла, ни злости даже. Пустота одна, ледяная. Бабка сделала долгую паузу, переводя дух. Старое сердце ее бешено колотилось, вспоминая ужас полувековой давности. И вдруг останавливается он прямо напротив меня. Продолжила она, и голос ее задрожал. Посмотрел сверху вниз. Хлыстиком своим кожаным по голенищу постучал и спрашивает по-русски, но с сильным, коверкающим звуки акцентом. «Как зовут, девка?» Я губы сжала, молчу, только зубы от холода и ужаса чечетку бьют. А он вдруг улыбнулся, так ласково, присел чуть-чуть и смеется тихонько. «Не бойся», — говорит, — «ты, девка, пойдешь самой последней. Посмотришь сначала, как другие умирать будут, почувствуешь все, а потом еще скажешь мне спасибо, что ты последняя». Я тогда дура, 16-летняя, ничего не поняла из его слов. Думала, пугает просто, издевается, как они любят. Поняла все лишь тогда, когда солдаты выволокли из строя первого человека, деда Кузьму, нашего соседа, который всю жизнь на пасеке работал. Его крепко-накрепко веревками смоляными привязали к толстому деревянному колу и с силой столкнули прямо в черную болотную жижу. «Живьем?» — вырвалось у меня шепотом, и мороз пробежал по коже. «Живем, Ванечка, живем!» — эхом отозвалась бабка, уставясь в потолок пустым взором. А болото в том месте было страшное, глубокое, чистая трясина, бездонная прорва. Дед Кузьма, как его толкнули, ушел под воду сразу по пояс. Рванулся было, да куда там? Веревки держат, коряги под ногами нет. Через минуту уже по грудь всосало. Кричал он страшно, звал на помощь. Проклинал их до 7-го колена, пока черная, вонючая грязь не забила ему рот по самые ноздри. А немцы просто стояли полукругом, смотрели на это, как на представление какое, шутили и курили свои пахучие сигареты. И командир их, Штраубе, стоял рядом, улыбался своей тонкой улыбкой и кивал головой. «Гуд, хорошо, начинается!»
Их столкнули всех до единого, Ваня. Всех 326 человек, что стояли на том берегу. Матерей толкали вместе с грудными младенцами, привязанными к их груди. Старухи падали молча, крестясь перед смертью, а дети кричали так, что казалось, само небо должно было расколоться от этого крика. Но небо молчало. Меня оставили напоследок, как Штраубе и обещал. Я уже стояла на скользком, вбитом в землю колу, привязанная по рукам и ногам. Чувствовала, как ледяная жижа начинает подбираться к моим ступням, когда в лесной чаще, прямо за нашими спинами, вдруг бешено затрещали автоматы. Это были наши разведчики, передовой отряд, подоспевший на звуки бойни. Они открыли огонь без предупреждения. Немцы в панике забегали. Началась суматоха. Закричали раненые. Про меня в этой неразберихе просто забыли. Бросили на краю топи. От резкого толчка я сорвалась с кола и упала прямо в болото. Но каким-то чудом, видать, ангел-хранитель крылом прикрыл, успела мертвой хваткой зацепиться зубами и связанными руками за раскидистый узловатый корень старой ольхи. Так и провисела там несколько часов. Вылезла кое-как уже глубокой ночью, когда все стихло. Кругом мороз лютый, одежда на мне колом встала, ледяной коркой покрылась. Добиралась до суши буквально по трупам своих односельчан, которые еще не успели до конца погрузиться в пучину. А они, немцы, что с ними стало? Спросил я, чувствуя, как сжимаются кулаки. Кого наши разведчики в лесу догнали, да положили, те там и остались гнить. Остальные поспешно отступили дальше на запад. А вот болото так и осталось стоять на своем месте. Только с той самой страшной осенней ночи оно навсегда перестало быть просто черным. Оно стало багровым. Часть 2. После войны. Когда отгремели последние салюты в 45-м, и жизнь начала постепенно возвращаться в мирное русло, Черный Лог долгое время оставался мертвой, проклятой зоной. Туда годами никто не решался ходить. Люди обходили это место 10-й дорогой. Даже самые заядлые грибники и травники из соседних районов не совались в те края. Те редкие смельчаки или пришлые люди, которые по незнанию все же пробовали собирать там грибы, росшие на болотных кочках, в невероятных количествах, возвращались бледными и плевались. Они говорили, что здешние подберезовики и подосиновики на вкус странные, приторные, точь-в-точь, как сырое сладковатое мясо. А если разрезать такой гриб ножом, то внутри него мякоть оказывалась не белой и не желтоватой, а нежно-розовой, волокнистой, удивительно похожей на сырые куриные грудки, сочащиеся мокроватой влагой. Первый человек пропал на болоте ровно через год после Великой Победы. Это был молодой тракторист Колька, парень веселый, прошедший всю войну невредимым. Он ехал под вечер через Лог в соседнюю деревню за дефицитными запчастями
для колхозной техники. До места он так и не добрался. Сам трактор нашли на следующий день. Он стоял с заглохнувшим мотором на самом краю топи. Глубокая колея от его тяжелых колес вела четко в сторону трясины, словно парень намеренно свернул с дороги. Самого Кольку как ни искали, как ни прочесывали камыши баграми, не нашли. Не было ни тела, ни следов борьбы. Только на одной из дальних кочек, сиротливо торчащих из воды, осталась лежать его засоленная фуражка. И прямо на этой фуражке сидела крупная лягушка, но была она странной, не зеленой, не бурой, какими обычно бывают болотные обитатели, а ярко-красной, цвета запекшейся крови. И глаза у этой твари были не бусинками, а узкими, вытянутыми, пугающе человечьими, глядевшими на поисковый отряд с каким-то неживым, застывшим пониманием. Вторым роковым случаем стала история новой учительницы, приехавшей в городище по распределению. Марья Ивановна. Молодая была, красивая, городская, в деревенские суеверия, разумеется, не верившая. Как-то теплым сентябрьским днем она решила пойти с группой школьников младших классов на окраину болота, чтобы собрать гербарий для уроков биологии. Назад в деревню Марья Ивановна вернулась глубокой ночью, одна. Она шла по главной улице, волоча ноги. Одежда ее была изодрана в клочья и перепачкана болотной жижей. У нее полностью пропал голос, а в глазах застыл такой первородный ужас, что люди боялись подходить к ней близко. Память ее была стерта начисто, она не узнавала никого вокруг, не могла вспомнить собственное имя. Ее спешно отвезли в районную больницу, но врачи лишь разводили руками. Женщина угасла буквально за 3 дня, и лишь перед самой смертью, на мгновение придя в себя, она успела хрипло, едва слышно прошептать дежурившей у ее кровати медсестре: «Они все там, они в самом низу, под водой, в грязи стоят». Головы свои мертвые подняли кверху, смотрят сквозь толщу воды и ждут. Они смотрят на нас. Детей, которых она увела с собой, так никогда и не нашли. Ни живыми, ни мертвыми. Болото поглотило их без остатка. После этого случая исчезновения людей стали происходить пугающе часто. Словно проснувшись от долгой спячки, трясина требовала все новой и новой дани. Местный пастух, погнавший отару овец в сторону низины, просто исчез вместе со всем стадом, словно растворился в полуденном мареве. 2 молодые девчонки-подружки пошли поутру за малинником, росшим у кромки леса. Нашли только их резиновые сапожки, аккуратно выставлены парой на сухой кочке, и больше ничего. К концу 50-х годов терпение и страх властей дошли до предела. Правительство, уставшее от мистических слухов, решило действовать проверенными методами. Болото
по всему периметру наспех огородили несколькими рядами ржавой колючей проволоки. А на единственной подъездной дороге установили массивную железную табличку с четкой, пугающей надписью «Опасно! Зона радиации! Проход строго запрещен!». Но никакой радиоактивности, никакого завышенного фона там, конечно же, не было и в помине. Советские ученые, тайно проезжавшие туда с дозиметрами, лишь недоуменно качали головами. Приборы показывали абсолютную норму. Там было заложено нечто совершенно другое, что-то древнее, темное и страшное, для обнаружения чего у современной науки просто не существовало подходящих приборов и формул. Часть 3. 90-е. В 93-м году, когда великая страна распалась, а запреты советского времени рухнули, полузаброшенное к тому времени городище, приехали 3 молодых парней из Москвы. Они называли себя модным словом «сталкеры» или исследователями аномальных явлений. Привезли с собой кучу дорогой по тем временам аппаратуры, импортные видеокамеры, какие-то мигающие приборы в пластиковых корпусах, подробные спутниковые карты местности. Сказали местным жителям, что планируют снять сенсационный документальный фильм о черной зоне аномалий и прославить городище на всю страну. Немногие оставшиеся в деревне старики, включая мою бабку Агафью, в один голос отговаривали их, умоляли не ходить за колючую проволоку. Но разве городскую самоуверенную молодежь можно было удержать какими-то бабкиными сказками? Они лишь посмеивались, проверяя батарейки в фонарях. Они ушли вглубь багрового болота ранним солнечным утром, весело переговариваясь и снимая друг друга на камеру. Вернулись ровно через сутки, на рассвете следующего дня. Их было только 2, без своих хваленых камер, без тяжелых рюкзаков с приборами, в изодранной, насквозь промокшей одежде. И без своего 3-го товарища, которого, кажется, звали Александром. «Где Саша-то ваш?» – спросил их, выходящий навстречу деревенский староста. Парни ничего не ответили. Они вообще не произнесли ни единого слова. Они стояли на деревенской улице, покачиваясь, словно пьяные, хотя от них не пахло алкоголем. Но самое страшное было в другом. Глаза у них стали абсолютно белыми, подернутыми мутной пленкой, точь-в-точь, как у той рыбы, про которую рассказывала бабка, вспоминая Гауптмана Штраубе. В этих глазах больше не было разума. Следующей же ночью, улучив момент, когда за ними перестали присматривать, эти 2 молча поднялись из своих коек, вышли из дома и целенаправленно побрели обратно в сторону Черного Лога. С тех пор их больше никто и никогда не видел среди живых. Однако история на этом не закончилась. Примерно через неделю после их исчезновения местный рыбак, проходивший мимо заграждений, заметил на самом краю болотной жижи, среди пожелтевшей осоки, яркий пластиковый предмет. Это была электронная флеш-карта.
и из их разбитой видеокамеры. Удивительно, но агрессивная болотная вода, разъедавшая даже железо, ее не взяла. Микросхема уцелела. Запись удалось восстановить на компьютере в райцентре. «Я тот фильм своими глазами смотрела, Ванечка», – тихо проговорила бабка Агафья, и лицо ее судорожно исказилось от подступивших слез. Плакала потом 3 дня и 3 ночи, молилась, пока все глаза не выплакала. Но никогда, слышишь меня, никогда я не скажу тебе, что именно было запечатлено на тех кадрах. Нельзя об этом говорить, грех это и погибель. Если я тебе хоть слово намекну, ты ведь сам, глупый, со своей молодой горячностью, захочешь пойти туда и все проверить. А проверять это место нельзя ни в коем случае. Она замолчала, тяжело дыша, а потом добавив совсем тихо, отчего у меня волосы на затылке зашевелились. Одно только тебе скажу, чтобы ты масштаб беды понимал. Вас там на болоте очень любят, Ванечка. Ждут не дождутся. Ласково так зовут, нежно. И зовут они не чужими, страшными голосами, а самыми родными, самыми близкими, голосами давно умерших или уехавших матерей, голосами потерявшихся детей, любимых жен. Ты стоишь на берегу, а из тумана тебе кричат, зовут по имени, умоляют помочь, прийти, обнять и идти туда, в эту черную бездну. Удивительно легко, Ваня. Ноги сами тебя несут, словно ты невесомый становишься, словно домой возвращаешься после долгой разлуки. А вот когда зайдешь уже по пояс в ледяную жижу, вот тогда понимаешь, что все, конец, да только поздно уже. Потому что снизу, из самой глубины, из торфяной грязи, тебя начинают тянуть вниз сотни, тысячи рук. И руки эти, Ваня, они не холодные, не костлявые, как у скелетов. Они теплые, мягкие, живые и такие благодарные. За что благодарны это, бабушка? Сглотнув ком в горле, спросил я. Бабка Агафья повернула ко мне свое исхудавшее лицо, посмотрела на меня долгим, пронизывающим до самых глубин души взглядом и ответила: «За то, что ты наконец-то вспомнил о них, за то, что пришел к ним, за то, что не 1 десяток лет все вокруг про это место молчали, как мертвые, старались вычеркнуть их из памяти. Мертвым ведь там, под водой, очень одиноко, внучок. Им до смерти нужны гости». Часть 4. Теперь, кажется, пришла моя очередь. Я ведь честно не собирался ходить на это проклятое болото. Я дал своей умирающей бабке святую клятву, обещание, что близко не подойду к черному логу, как бы меня туда ни манило. И детям своим, когда они подросли, строго-настрого наказал, заставил вызубрить наизусть. Если вдруг окажетесь неподалеку и услышите из тумана ласковый зов, немедленно затыкайте уши ватой, закрывайте глаза, читайте вслух, не останавливаясь, «Отче наш», но ни в коем случае, слышите,
Никогда не оборачивайтесь назад. Но мой старший внук Сережка вырос парнем современным, скептиком до мозга костей. Век технологий, интернет в каждом кармане. Разве будет он слушать предупреждения старого деда? Не послушал. Прошлым летом собрался с друзьями, взял свой новенький мотоцикл, и поехали они в сторону старого леса, грибы собирать, как они сказали. Хотя я буквально за подол его держал, кричал: «Не ходи, Сережа, не смей соваться в черный лог». А он только весело смеялся в ответ. Заводил мотор и махал рукой. «Да ладно тебе, дедушка, хорош свои старые страшные сказки рассказывать. 19 век давно прошел». Сережку нашли на следующий день в прибрежных камышах. Он сидел глубоко в воде, ровно по пояс, увязнув в болотной грязи, и улыбался. Широко так, блаженно, словно обрел, наконец, величайшее счастье на земле. Глаза у него были совершенно белые, лишенные зрачков, затянутые мертвой мутной пленкой, а из приоткрытого рта медленно, густыми каплями вытекала багровая, резко пахнущая железом жижа. Его мотоцикл нашли в 15 метрах от него. Он намертво завяз колесами густой прибрежной грязи. Дружки его, городские парни, бросились бежать в панике, бросив товарища. И потом еще целую неделю лечились в областной психиатрической лечебнице, не в силах внятно связать и двух слов. Я сижу сейчас на открытой веранде своего старого дома, опустевшем городище. Вокруг стоит оглушительная, мертвая ночная тишина, нарушаемая лишь далекими звуками со стороны черного лога. Я отчетливо слышу, как болото тяжело, прерывисто вздыхает в ночной прохладе. Слышу, как со звучным шлепком лопаются огромные болотные пузыри, выпускающие скопившийся под землей газ. И я слышу, как кто-то очень старый, невероятно древний и безумно голодный ласково зовет меня по имени из темноты. «Ваня! Ванечка!» Несет легкий ночной ветерок со стороны камышей. И зовет меня этот голос, голосом моего погибшего Сережки, таким родным, таким живым, с легкой хрипотцой, которую я знал с его детства. Я не пойду туда. Я знаю твердо, всем своим разумом, всеми остатками воли понимаю, что идти нельзя, что это верная смерть. Но мое тело, мои ноги меня больше не слушаются. Они словно налились свинцом и одновременно стали жить собственной, чужой жизнью. Они сами поднимают меня со стула, сами медленно, шаг за шагом идут по деревянным половицам веранды, калитке. Руки сами, помимо моей воли, толкают скрипучую деревянную дверь. Ноги сами уверенно ступают на едва заметную, заросшую бурьяном тропинку, которая ведет прямиком туда, черный лог. Я пишу эти строки на клочке бумаги карандашом, из последних сил сдерживая дрожь в пальцах, только для того, чтобы вы знали всю правду. Если однажды рядом
с вашей деревней или городом, в низине вдруг начнет разрастаться старое забытое болото. Не думайте ни минуты, бросайте все имущество и уезжайте как можно дальше. Если вода в каком-то водоеме вдруг станет багровой, с тяжелым запахом крови, никогда не подходите к ней близко. Если темной ночью вы вдруг отчетливо услышите, как из тумана вас зовут голосами ваших умерших близких, не верьте этому зову. Умоляю вас, не верьте. Это не голоса ваших родных и любимых людей. Это они, те самые несчастные, кто был безжалостно утоплен живьем в далеком 41-м году. Все 326 человек, оставшиеся лежать на дне черного лога. Они ведь там, в своей темной ледяной могиле, до сих пор не знают и не понимают, что та страшная война давно закончилась. Они все еще ждут каждую ночь, каждый час, когда в их багровую воду войдет кто-то живой, теплый, кто-то, кого они наконец-то смогут крепко-крепко обнять, так, как их самих никто не обнял, не прижал к сердцу перед той страшной, мучительной смертью. А объятия у них, поверьте мне, удивительно крепкие и ледяные, и это навсегда. Я отключаю свой старый сотовый телефон. Экран гаснет. Я иду. Если завтра меня не обнаружат дома, пожалуйста, не ищите меня. Это бесполезно. Болото не отдает то, что однажды забрало. И ради всего святого не вспоминайте обо мне слишком часто. Не тревожьте память. Спите спокойно, люди. Спите с открытыми настежь окнами в летние ночи. Спите без страха и сомнений, потому что бояться на самом деле нужно вовсе не тех несчастных, кто навсегда остался лежать на дне болота. Бояться нужно тех существ, которые с наступлением глухой полуночи медленно выходят из этой багровой жижи наружу, покидают пределы черного лога и идут по заброшенным дорогам, выискивая живые, теплые дома, где до сих пор пахнет мирным ужином, уютом и парным молоком. Они же дети были, Ванечка. Тихо-тихо сказала мне бабка Агафья перед тем, как закрыть глаза навсегда. Большинство из них были совсем еще глупыми, маленькими детьми. А теперь они стали багровыми и голодными. Всегда, бесконечно голодными. Эпилог. Фонарь на краю. Утром приехавший из города погостить младший внук так и не смог найти своего деда Ивана. В доме все вещи оставались на своих местах. На столе лежала неоконченная рукопись. Лишь старая поношенная кепка деда сиротливо висела на деревянных перилах веранды. Она была насквозь мокрой, пахнущей болотной тиной и ржавчиной. И прямо внутри этой кепки, свернувшись, сидела небольшая лягушка, ярко-красная, цвета свежей крови, и смотрела на парня своими немигающими, узкими, пугающе человечьими глазами.
В деревне Городище с тех пор больше никто не живет. Последние обитатели спешно покинули свои жилища в течение нескольких недель. Деревня теперь превратилась в типичную мертвую заброшку, затерянную среди густых лесов. Бревенчатые дома стоят серые, покосившиеся, пустые. Стекла в окнах давно выбиты чьей-то безжалостной рукой, а хлипкие двери жутко хлопают на пронизывающем ночном ветру. Лишь старый, покосившийся электрический фонарь, установленный на самом краю черного лога, продолжает гореть абсолютно каждую ночь. Самое странное, что к деревне давно отрезаны все провода. Электричества там нет уже много лет. Никто этот фонарь не обслуживает. Никто никогда не меняет в нем перегоревшую лампочку. А он горит. Горит ровным, густым, багрово-красным светом. Как зловещая, кровавая звезда, застывшая над тем самым местом, где 327 невиновных душ когда-то ушли под черную воду и до сих пор сквозь десятилетия ждут, когда же эта мертвая вода наконец-то выпустит их обратно. Они все еще ждут своих гостей. Может быть, они ждут именно вас.